Axelar без преувеличения уникальный проект, который сегодня выступает достойной альтернативой привычным централизованным мостам, имеющим немало недостатков. Эта платформа служит для связи между различными блокчейнами и работает благодаря специальным протоколам, которые гарантируют безопасность и высокую скорость передачи данных. Проект уже сегодня поддержали крупные инвесторы, а разработчики продолжают радовать заинтересованных пользователей обновлениями. Но каким будет взаимодействие с Axelar через несколько лет? Сейчас можно только фантазировать, но я верю, проект отлично впишется в Web3 и будет полезен как крупным разработчикам, так и обычным пользователям, имеющим небольшие криптовалютные активы. Меня радует, что создатели проекта позволяют каждому высказываться о своем видении и прислушиваются к людям, которые выражают личное мнение. Поэтому хочу поделиться своими прогнозами, мечтами и фантазиями на эту тему. Итак, какими же, по моему мнению, будут взаимодействия с Axelar? Во-первых, безопасным. Основная проблема современных мостов – это принцип их работы. Большинство из них представляют собой каналы для перекодирования информации из одной цепочки в другую. По ним можно передавать токены и важные сведения о транзакциях, но всегда есть определенные условия, которые не всегда выгодны для пользователя. Axelar универсален. Он построен на основе доказательства доли участия, которое уже использует Avalanche, Cosmos и другие проекты. Именно поэтому он отличается куда большей безопасностью, чем другие сети, обеспечивающие связь между блокчейнами. Внедряя Axelar в свои приложения, разработчики смогут не беспокоиться о том, что произойдет утечка персональных данных пользователей или активы пропадут со счетов в результате атаки злоумышленников. Продуманные алгоритмы защитят сеть от неполадок, какими бы ни были причины их возникновения, поскольку сеть основана на консенсусе Proof of Stake без разрешения, она не добавляет новых предложений, это также усилит ее безопасность. Во-вторых, быстрым. Мне бы очень хотелось, чтобы с помощью Axelar стал возможным по-настоящему быстрый обмен информацией без каких-либо задержек. Часто сведения необходимо передать в ту же секунду в момент обращения, чтобы процессы внутри сети оставались непрерывными. Далеко не все централизованные мосты могут передавать данные между цепочками своевременно. Это существенный недостаток, от которого хотелось бы избавиться в будущем. Я надеюсь, что Axelar станет инструментом, способным ускорить обмен данными внутри разных блокчейнов. В-третьих, доступным. Современные протоколы, приложения и инструменты для их проектирования могут показаться сложными обычному пользователю, который знаком с криптовалютой только поверхностно. Это действительно отпугивает людей, если у них нет времени освоить основные принципы работы с чем-то или попросту недостаточно знаний. Многие не будут даже пытаться. Поэтому я считаю очень важным, чтобы при всей своей технологичности Axelar оставался общедоступной платформой, которой смогут пользоваться все желающие. Мне кажется, что уже сейчас можно судить о том, насколько платформа ориентирована на обычных пользователей, не обладающих глубокими знаниями о блокчейне. Понятный интерфейс, большое количество различных гайдов и статей – все это признаки того, что разработчики выбрали правильный курс. Они создают сеть, которой смогут воспользоваться люди с разным уровнем осведомленности, опытные разработчики DeFi приложений и те, для кого возможность интегрировать криптовалюту в свое детище лишь приятный бонус. Каждому из них будет одинаково комфортно работать с Axelar. В-четвертых, удобным. Еще один важный для меня момент – то, насколько разнообразным
разнообразными, интересными и интуитивно понятными пользователю могут быть проекты, созданные на базе Axelar. Уже сейчас можно сказать, что разработчики создают инструменты такими, чтобы с их помощью было легко создавать удобное приложение с простым и доступным для понимания функционалом. Пользователю не нужно вникать в то, как работает блокчейн, чтобы использовать преимущества, которые дает ему Axelar. Достаточно пары кликов, чтобы все настроить и начать работу. В-пятых, универсальным. Большинство существующих мостов созданы с одной целью – связать между собой две конкретные цепочки. Некоторые из них можно назвать условно универсальными, поскольку использовать их можно для переноса информации между разными блокчейнами. Но только Axelar можно использовать для так называемой связи всего со всем. Если такая функция действительно будет доступна разработчикам по всему миру, нас ждет огромное количество новых интересных кросс-чейн проектов. В-шестых, влияющим на платформу. Полностью децентрализованные платформы, управляемые пользователями, не миф. Это эталон, к которому нужно стремиться, и я верю, что ресурсов и способностей разработчиков Axelar будет достаточно для того, чтобы реализовать изначальную идею. Если платформой будут в равной степени управлять все пользователи, заинтересованные в ее развитии, в мире будущего найдется место для каждого мнения. Люди смогут находить единомышленников, оказывая реальное влияние на нужные им инструменты. Отдельно стоит затронуть и то, как, на мой взгляд, отразится повсеместное использование Axelar на Web3. Я считаю, что этот проект один из самых важных для построения единой сети нового поколения, ведь она во многом будет завязана на блокчейне, а суть Axelar как раз в том, чтобы связать между собой различные цепочки, объединив миллионы людей по всему миру и дав им новые возможности. Мне кажется, что доступная для каждого передача сообщений и активов на расстоянии сможет изменить отношение человечества к сети. Интернет станет еще более удобным инструментом для заработка, общения, самовыражения и творчества. У людей появится нечто, что сотрет границы между представителями разных поколений, культур и профессий. Люди смогут передавать информацию, не беспокоясь о том, что она может быть утрачена или украдена. Они получат гораздо больше, чем могут представить себе сейчас.